Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, какие дни ни в коем случае нельзя выносить мусор, иначе вы, к сожалению, можете потерять из своего дома изобилие, достаток, благополучие, а также деньги и здоровье. Обязательно просмотрите, друзья, это видео от начала до конца. Вот много очень полезной, важной и нужной для вас информации. Вы знаете, многие из нас считают, что вынести мусор – это очень просто, что этот вопрос не требует изучения, но на самом деле это не так, ведь это нужно уметь делать по всем правилам, иначе возможно притянуть настолько сильный негатив, что он будет способен полностью перевернуть вашу жизнь не в лучшем направлении. Есть такая категория людей, которые, чтобы не ходить часто выбрасывать мусор, скапливают его и выносят раз в несколько дней, чем притягивают в дом разрушительный негатив, который за короткий промежуток времени способен заполнить весь дом, из-за чего у членов данной семьи начнется плохое самочувствие, начинает преследовать бессонница, разбитое состояние, которое будут сопровождать на протяжении всего дня, а в результате приведет к депрессии, к апатии, ведь такая ленивая привычка способна даже притянуть проблемы в различные сферы жизни. Поэтому, чтобы этого не происходило, не стоит забывать о том, что мусор сам по себе притягивает негатив, поэтому от него нужно вовремя избавляться, ведь без негатива ваш дом будет излучать уют и комфорт. Наши предки старались соблюдать все правила, которые связаны с мусором, ведь знали, что это действие важно, и лучше потратить время на то, чтобы все сделать правильно, чем на то, чтобы потом избавляться от последствий. Мусорное ведро – это энергетически опасный предмет в доме, который даже после того, как вы вынесете мусор, способен продолжать притягивать негатив, поэтому его нужно мыть минимум раз в неделю соляным раствором, а после каждого раза. Когда вы выносите мусор, поджигайте свечу белого цвета, держите ее над ведром и при этом трижды проговаривайте такие слова: огонь, ведро очисти, энергии те, что оно скопило, с него убери, пусть вред дому моему не будет приносить, будет и дальше мне служить. Свечу сразу затушите, так вы будете нейтрализовывать весь негатив и аннулировать энергетику ведра. Данную свечу держите отдельно, ее нельзя использовать для других целей, кроме очистки мусорного ведра. Также запомните раз и навсегда, что нельзя выносить мусор, если вы планируете ехать в дальнюю дорогу, так как из-за такого действия вы останетесь без энергетической защиты. Правда, этот запрет не касается пищевых отходов. Старые вещи выбросите до поездки. Если же так не получилось, а вы их уже приготовили, то сделайте это, когда вернетесь из поездки домой. Нельзя также выносить мусор из дома в воскресенье. Этот день нужно использовать только для отдыха. Ну, казалось бы, такое безобидное действие, может оставить вас без финансового благополучия и вернуть его обратно в свой дом вы сможете совсем не скоро. Вам потребуется приложить для этого немало усилий. Не выносят мусор из дома и в большие церковные праздники. Делать это нужно заранее, иначе вы разрушите особенную энергетику своего дома, притянете в него ссоры, проблемы, недопонимания. Между вами с вашей второй половинкой начнет угасать страсть и любовь, может дойти даже до развода. Поэтому воздержитесь от такого действия, дабы потом не пришлось жалеть о последствиях. Если вы планируете сменить место жительства, то весь свой мусор нужно забрать с собой, чтобы расстаться с ним на новом месте. Так нужно делать в том случае, если в старом доме вам жилось счастливо, вы ощущали комфорт, уют. Если же не очень, вас преследовали постоянно какие-то негативные события, неудачи, в таком случае мусор нужно выбросить рядом со старым жильем. Но так, чтобы никто не видел, и при этом обязательно скажите такие слова: «Все, что мне жить мешало, я здесь оставляю. Негативной энергии с собой не забираю. В новом доме жизнь счастливую начну и счастьем только себя окружу». Но с квартиры мусор нужно забрать в любом случае, чтобы люди, которые в нее въехали, не смогли использовать данный мусор с целью вреда для вас и не отобрали вашу денежную энергию.
Если у вас в мусорном пакете нет никакой еды, то вас ожидает материальное благополучие. Это говорит о том, что вы не расточительные люди, к продуктам и к еде относитесь бережно. Поэтому эти ваши поступки на энергетическом уровне будут обязательно вознаграждены. Перед тем, как выбросить мусор, подойдя к контейнеру, проговорите такие слова: «Все, что мне нужно, выношу, а благополучие и достаток в доме сберегу». Произнесите эти слова трижды, выбросите ваш мусор, не поворачивайтесь и спокойно возвращайтесь домой. Нужно избегать того, чтобы выбрасывать мусор после захода солнца, так как это действие лишит вас стабильности, и все то, что у вас на данном этапе в жизни хорошо, очень быстро от вас уйдет, а на его место придут дисбаланс и непостоянство, переменчивость и шаткость. Приучитесь избавляться от мусора утром или же до захода солнца, так как вам не нужно будет переживать уже о последствиях. Также вы и хозяина дома не рассердите, вашего домового. Ведь если вы будете выбрасывать мусор не по правилам, у него будет много работы, а кому это понравится? Если вам срочно нужно выбросить мусор в ночное время, так как вы что-то не рассчитали или ситуация принуждает к этому, плотно завяжите мусорный пакет, подожгите 3 спички, сделайте ними круг вокруг завязанного узла и при этом скажите такие слова: «Этот пакет негатив домой не привлечет, энергетические изменения за собой не повлечет, данное действие разово совершаю, энергетику жилья в целостности оставляю, негативом его не наполняю». После проделанного быстро выносите пакет на мусор, спички выбросите также, но, пожалуйста, не злоупотребляйте данным действием. Если когда вы несли вынести мусор, у вас порвался пакет, это означает, что у вас будут денежные потери. Чтобы это нейтрализовать, сразу соберите мусор, выбросите его и затем киньте монетку через левое плечо и при этом скажите такие слова: «Мусор быстро собрала, народной примете сбыться не позволила. Я от данного негатива откупаюсь, а значит денег не лишаюсь». Это действие поможет вам все исправить, и деньги никуда от вас не уйдут. Если вы выносили мусор в ведре и у него поломалась ручка, это означает, что вас ожидает приятный жизненный поворот, который вас одновременно и удивит, и порадует. Если когда вы в гостях у близких людей, в чистосердечности по отношению к вам вы уверены и вас попросили выбросить мусор, сделайте это. Такое действие сулит вам хорошую денежную прибыль, которая очень быстро приумножит ваши финансы. Ну а если вы не уверены в отношении людей к вам, конечно же, не стоит это делать, ведь таким действием данный человек может отобрать у вас удачу и успех. Девушкам, которые не замужем, нельзя выносить мусор после 6 часов вечера, иначе на протяжении долгого периода времени не получится выйти замуж. Парням, которые не женаты, нельзя выносить мусор после захода солнца, иначе жена будет изменять. Не стоит выбрасывать мусор, когда вы идете на работу. Это действие будет притягивать проблемы на работе. Вы не будете справляться со своими задачами, а если сделаете такое перед важной встречей, вы не сможете провести ее, как того желали бы. Если перед сделкой, то она будет неприбыльной и не принесет вам желаемый результат. Поэтому не рискуйте, выбросите мусор и вернитесь сразу домой. Затем через пару минут вы можете идти по своим рабочим делам. Но день пройдет так, как вам нужно, так как вы того запланировали. От мусора в виде старого хлама и ненужных вещей также нужно вовремя избавляться, так как такого вида мусор перекрывает положительные каналы, через которые в ваш дом попадают положительные энергии, и это приводит к тому, что энергетика дома становится слабой, а любой недоброжелатель, пришедший в дом, способен навредить вам и вашему дому. Денежная энергия покинет очень быстро ваш дом, так как ей будет в нем некомфортно, а богатство, даже если вы будете работать большую часть времени, никогда к вам не придет. Таким вещам не место в вашем доме. Как только вы научитесь быстро освобождаться от всего ненужного, вы сразу ощутите, насколько приятнее станет находиться в вашем доме, сколько всего нового его наполнит, придет к вам и, соответственно, будет менять жизнь только в хорошем направлении.
Нельзя выбрасывать одежду в мусор, ведь одежда напитана энергетикой своего владельца, а выкинув ее в мусор, вы переплетете ее целенаправленно с негативом, что разрушит не только ваше энергетическое поле, но и принесет вам различные жизненные неприятности. И в некоторых случаях, если вы таким образом выбросите нательное белье или же обувь, беды и проблемы возможны со здоровьем. Поэтому такие вещи лучше сжигать. В данном случае ваша связь сразу разорвется с такими вещами, или же сложить, ведь от чего вы собираетесь избавиться, в отдельный пакет, посыпать сверху мелкой и крупной солью, кинув по 3 щепотки, и при этом обязательно скажите такие слова: наша связь с данными вещами разрывается, теряется, больше мою энергетику они не содержат, соль все собирает и действие данное выполняет. После этого вы можете выбросить вещи, это не принесет вам вреда. Если у вас в жизни началась черная полоса и не проходит на протяжении долгого периода времени, избавьтесь от всего, что лежит без дела в вашем доме. Сделайте генеральную уборку, вынесите весь мусор сразу же из дома. И когда будете выбрасывать, проговорите такие слова: «Я на новую полосу в жизни перехожу, черную позади оставляю, больше негатив меня не окружает, впредь я только светлой энергией привлекаю». В течение нескольких дней все ваши проблемы и неприятности останутся позади, и ничего больше не будет приносить вам вреда. Обдумывайте, пожалуйста, все ваши действия, которые связаны с мусором. Ведь, как вы уже поняли, не все так безобидно, как кажется изначально. Но если вы будете прислушиваться к советам, к поверьям, к народным приметам, вам не придется ни о чем переживать. Ведь если задуматься, то, зная, как правильно выбрасывать мусор, в этом не остается ничего сложного. Также обращаем ваше внимание, что мусор имеет очень важное значение. Поэтому, когда вы выбрасываете мусор, делайте это в специальных пакетах. Почему? Потому что бывает так, что, возможно, вы замечали, а возможно и нет, иногда стоят бабушка или женщина и смотрит, кто что выбрасывает. Также бывает так, что люди иногда выбрасывают мусор не в урну, а где-то рядом, думая о том, что, ой, мне ничего за это не будет. Да, вам ничего за это не будет, но это временное такое явление, потому что кто-то возьмет у вас буквально что-либо маленький кусочек, неважно, что это будет, и проведет определенный ритуал, и таким образом заберет у вас и достаток, изобилие, достаток и благополучие. А потом человек думает: а что же произошло в моей жизни? Я вроде и гостей не приглашаю в свой дом, я живу в замкнутом каком-то мире своем, да, ни с кем не общаюсь и так далее, а у меня постоянно возникает проблема. А все дело в том, что человек просто не обратил внимания на мусор и выбросил его неправильно. Это тоже не стоит делать. Также никогда, друзья, не выбрасывайте мусор, церковную атрибутику. Если вам не нужно и Библия, икона, крестик, возможно, вам это осталось по наследству, ни в коем случае не берите, не выбрасывайте мусор. Отнесите в ближайший храм, церковь, монастырь. И вы знаете, они найдут им применение, обязательно вас даже за это поблагодарят. Помните, пожалуйста, об этом. Потому что, когда вы такое выбрасываете, это не только надругательство, но и также вы теряете связь с высшими силами. Этого делать ни в коем случае нельзя. Вообще, когда вы что-либо выбрасываете, всегда думайте, что вы делаете, потому что незнание не освобождает нас от ответственности. Это вы также должны понимать и осознавать. Многие люди игнорируют простые правила и думают о том, что ну и что мне от этого будет, а ничего не будет. Да, возможно, один раз выбросив ту или иную вещь или неправильно выбросив мусор, вы ничего не увидите, никаких изменений. Как правило, человек в этот момент, знаете, расслабляется, думает: ну все, мне же ничего не произошло. А вы должны понимать, что всегда все имеет накопительный эффект. То же самое, как вот стакан, который наполняется водой. Он же не сразу переполняется, когда вы наливаете в него воду, а проходит определенный период, промежуток времени, он наполняется и начинает перетекать вода, доставляя вам неприятности и так далее. Вот так и в жизни все происходит. Поэтому, пожалуйста, те знания, которые нам достались от наших предков, они нам достались неспроста. Не стоит их, друзья, игнорировать.
Наоборот, старайтесь делиться ними с своими близкими, родными, особенно с детьми, с внуками, которые сейчас в этом мире, в мире всевозможных гаджетов, где люди ничего не видят. Но все дело в том, что произойдет один момент, когда можно так сказать, что все будет отключено, и человек просто потеряется в жизни, потому что он не будет знать, что делать. Поэтому очень важно, чтобы мы вот эту информацию передавали в первую очередь из уста в уста. Как когда-то, помните, было раньше. Не было ни интернета, был только телевизор, по которому была одна программа, и были энциклопедии, были много книг. И очень многие люди, которые хотели познавать мир, они читали с удовольствием эти книги. Поэтому, знаете, это все неспроста. Поэтому не игнорируйте, пожалуйста, эти правила, соблюдайте их, помните о том, что мусор — это не просто грязь и не что-то использованное, а это также энергетика, часть вашего дома или квартиры. Помните, пожалуйста, об этом. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. В комментариях напишите слово «благодарю». Возможно, поделитесь своим каким-то мнением, мыслями. Нам будет приятно прочитать в комментариях. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.